Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в новый эпизод подкаста. Здесь мы учим русский язык легко, интересно и с удовольствием. Сегодня я вам расскажу об одном важном событии в истории России. В декабре 1825 года, 200 лет назад, произошло восстание декабристов. Если вы готовы меня внимательно слушать, то присаживайтесь поудобнее, а я начинаю свой рассказ. Представьте, Санкт-Петербург, 1825 год. Стоит ужасный мороз, но это не остановит декабристов выйти на Сенатскую площадь. Это день, когда молодые офицеры, герои войны, бросили вызов абсолютной власти царя. Восстание декабристов – это первое большое восстание в России за свободу. Но кто же они, декабристы? Их так называют, потому что восстание произошло в декабре. Все они были дворянами. Это значит, что декабристы принадлежали к элите российского общества. У них был высокий статус, хорошее образование и высокий уровень жизни. Декабристы были профессиональными военными и служили в армии. Многие из них участвовали в сражениях и стали героями войн. За это они получили боевые награды. Чтобы понять декабристов, нужно вернуться к Отечественной войне 1812 года. Эти офицеры победили Наполеона и увидели, как живут люди в Европе. Они увидели общество с конституциями и законами, которые ограничивали власть короля. Когда они вернулись в Россию, контраст был сильным. Страна жила под самодержавием. И что самое главное, под крепостным правом. Миллионы крестьян были, по сути, собственностью дворян. Декабристы, вдохновленные идеями свободы, решили, что перемены не придут от царя Александра I. Они должны были сами их начать. Они создали тайные общества, например, Союз спасения, и позже Северное и Южное общество. Их главные цели были отменить крепостное право и установить конституционную монархию или республику. Решающий момент наступил в декабре 1825 года. После смерти царя Александра I возникла путаница, кто должен наследовать престол. Декабристы увидели в этом свой единственный шанс. 14 декабря 1825 года они отказались присягать, то есть давать клятву верности новому царю, Николаю I. Они вывели своих солдат на Сенатскую площадь. Но их план провалился. Не все лидеры пришли вовремя. План был дезорганизован. Николай I приказал использовать артиллерию. Восстание было подавлено в тот же день, и было много жертв. Наказание было страшным. 5 лидеров казнили, повесили на Сенатской площади. Сотни были лишены званий и отправлены на каторгу. Тяжелые работы в холодную Сибирь.
Но именно здесь, среди трагедии, начинается глава о любви и верности. История жен декабристов. Этим женщинам, которые были дворянками и привыкли к роскошной жизни в Петербурге, царь Николай I предложил остаться. Если они поедут в Сибирь, они потеряют свои титулы, статус и все права. Но они выбрали Сибирь. 10 женщин, включая княгиню Екатерину Трубецкую и Марию Волконскую, отправились в тяжелое путешествие на 1000 километров в экстремальные условия. Их присутствие в лагерях было лучом надежды для мужей. Они привозили книги, лекарства, новости и, главное, чувство собственного достоинства. Их самопожертвование стало символом абсолютной верности и огромной моральной силы в русской культуре. Декабристы потерпели политическое поражение, но стали мучениками в культуре, боровшимися за свободу. Поэт Александр Пушкин, друг многих декабристов, посвятил им стихи. Например, знаменитое «Послание в Сибирь». Поэт Николай Некрасов посвятил женам декабристов поэму «Русские женщины», где описал их героическое путешествие. В 1975 году вышел фильм «Звезда пленительного счастья». В нем рассказывается история жен декабристов, которая стала популярной во всем мире. А не так давно, в 2017 году, вышел эпический фильм «Союз спасения». А затем в 2022 году вышел сериал «Союз спасения. Время гнева», которые снова показали нам историю восстания декабристов. Все фильмы, которые я упоминаю в этом подкасте, вы можете найти в YouTube и посмотреть их в довольно хорошем качестве, если эта тема вам интересна. Декабристы стали важным событием для русской интеллигенции, вдохновив будущее поколение реформаторов. Восстание 1825 года не изменило систему сразу, но оно посадило зерно будущих перемен. Благодаря этим молодым мечтателям, которые выбрали ссылку, а не подчинение. Знали ли вы о подвиге жен декабристов? Напишите мне в комментариях, о каком еще моменте истории России вы хотели бы услышать. Ну а я прощаюсь с вами до следующего видео и желаю вам всего самого доброго.